Всем привет, друзья! В этом необычном видео хочу поделиться рецептом простого, очень полезного блюда для рыб. Назову его словно тыковка. Перед тем как начну, подписывайтесь на канал и ставьте лайк, если видео вам понравилось. А мы продолжим. Не знаю как вы, но я, честно говоря, не знал, что рыбы очень любят тыкву. Быть этого не может! Как раз то, что сейчас вы видите на своих экранах. Да, безусловно, какие-то породы рыб не будут пробовать бахчевую культуру, но для самов и барбусов, которые прописались в аквариуме, зашло на ура, чему я очень обрадовался и по сей день периодически подрезаю тыковку, чередуя с обычным кормом. Как ни крути, все любят разнообразие. Лучше и не скажешь. Но самое главное я хотел бы подчеркнуть, в тыкве огромный состав полезных свойств. В ней содержится огромное количество минеральных веществ и витаминов. Бета-каротин, В1, В2, С, Е, ПП и так далее. Также тыква содержит минералы: калий, кальций, магний, цинк, фтор, медь, марганец, железо, кобальт, фосфор и натрий, куда же без него. А также тыква калорийная. Ее калорийность составляет 28 килокалорий на 100 грамм продукта. В общем, пользы от этого травянистого растения выше крыши, а за здоровье рыб переживать совершенно не стоит. Особенно если данная культура выросла у вас на огороде. Рыбы получают витамины, а вы экономите деньги, чередуя корм тыква, тыква-корм. Друзья, если вам не сложно, напишите в комментариях, вы знали, что рыбы едят тыкву. А также, если вы кормили рыб чем-то необычным, я буду благодарен за вашу подсказку и новые идеи, которые в дальнейшем обязательно попробую и сниму ролики по этой теме. Ну что ж, давайте перейдем непосредственно к рецепту, как готовить и подавать. Как-то утром на рассвете разрезал тыкву и пришла мне в голову необычная идея отварить тыкву и дать попробовать рыбам. Возможно, они будут ее кушать. Тыква выросла на моем огороде, я был полностью в ней уверен, в ней не было химикатов и подобных бяг. Тыква была очень яркая и сладкая, местами начала пропадать. В общем, разрезал тыкву, выбрал самый сочный, самый яркий кусочек, очистил шкурочку, так как она довольно твердая и рыбы ее не прокусят. Нарезал тыковку на кубики 1,5 до 2 сантиметров. Не стоит делать сильно маленькие, так как после того как мы отварим, они могут разваливаться. И сильно большие. Набираю фильтрованную воду, чтобы покрывала нашу тыковку. Ставлю на плиту. Периодически хожу посматриваю. Здесь самое главное, чтобы наша тыква стала мягкой, размягчилась, чтобы рыбы с легкостью могли всасывать волокна. Тут также стоит не пропустить момент, чтобы тыква не стала чересчур мягкая, так как при опускании в аквариум она просто-напросто развалится. Отлично, наша тыква готова. Делай что хочешь, только не кричи. Как вкусно. Пальчики оближешь. Следующим шагом беру нитку с иголкой, на конце завязываю узелок, желательно его сделать побольше, чтобы наша тыковка не спала. Продеваю нитку через тыкву. 1-2 куска вполне хватит. Надевать тыкву нужно очень аккуратно, так как она нежная и разваливается. Здесь самое главное нанизать. После того как опустим в аквариум, там уже внутри законы физики не дадут распасться нашей тыковке. После того как нанизал тыковку, срезаю ножом иголочку, она нам больше не нужна. Завязываю узелок, ниточку подвешиваю на линейку или подходящую палочку, в общем, то, что у вас есть дома под рукой, что можно положить на аквариум. Теперь можно опускать в аквариум и смотреть. Вы только посмотрите, как барбусы напали на тыковку. Также тыкву очень любят самы, но они, к сожалению, днем не вылазят, только ночью. А также не забываем про улиток. В общем, в данном блюде одни преимущества, но есть один маленький минус. Вода начинает окрашиваться. Желательно тыкву оставлять на короткое время, полчаса-час, либо же перед заменой воды. На этом видео подходит к концу. Спасибо, что досмотрели до конца. Пока-пока.